Привет! Продолжаем наше знакомство с новой версией игры Doom для приставки Super Nintendo от Limited Run Games. Сегодня мы разберем с вами этот картридж, посмотрим, как выглядит его плата, как он выглядит внутри, а после мы включим и таки поиграем наконец-таки в эту игру, посмотрим, как она выглядит и играется. Перед тем, как раскрыть этот картридж, я хочу сразу же обратить внимание на одну особенность, а именно контакты платы. Дело в том, что, как вы видите, это обычные размеры контактов платы, как в большинстве игр для Super Nintendo. Вот, к примеру, игра Stargate, она имеет точно такой же разъем контактов, да? Одинаковое количество. Но в чем отличие обычного картриджа от игры Doom, в частности от оригинальной игры Doom, которая выходила на Super Nintendo в 1995 году? Она использовала специальный чип, обрабатывающий графику, который назывался Super FX 2. И все, то есть для приставки Super Nintendo выпускалось разные игры с разными специальными чипами, и все они имели дополнительные контакты по бокам. Вот, к примеру, взять игру, которая тоже использовала дополнительный чип, это Tengai Makio Zero. Она, видите, имеет два дополнительных контакта, вернее, два места для контактов по сторонам, потому что использовала дополнительный чип. То же самое и такие же контакты были в оригинальной версии, но в новой версии этих контактов нету. Вполне возможно, что, поскольку это современная все-таки уже разработка этой версии, разработчики умудрились на чипе, который находится внутри картриджа, распределить таким образом передачу данных с консолью, что дополнительные контакты уже не понадобились. А как выглядит сама плата, давайте мы с вами посмотрим. Разберем этот картридж и посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное, или там обычная плата. Я еще сам не смотрел, не знаю, сделаем это вместе с вами. Итак, открываем. Вау! А это совсем необычная плата. Специальная какая-то. Bitmap Bureau. Это компания, которая занималась портированием. FX3, как я и говорил, это новая версия суперчипа. Limited Run логотип. И тут... Так, давайте мы откроем это, посмотрим. Что сразу же очень необычно, так это слот, гнездо для Type-C USB. Это очень интересно. Вполне возможно, что это может быть для следующих каких-то апдейтов игры. Такого в обычных картриджах, конечно же, не было. Еще есть каких-то два маленьких переключателя. Я, пожалуй, не буду их нажимать. Я не знаю, что они делают, за что они отвечают. Возможно, при апдейте этого картриджа их нужно будет как-то нажимать для специальной программы. Но что самое интересное, на сайте Limited Run и вообще разработчики никогда не говорили, что этот картридж можно будет как-то еще апгрейдить и подключать по Type-C. Это очень странно и выглядит очень круто на самом деле. То есть даже сама платка. Здесь у нас просто логотип FX3 и надпись More of what you crave. То есть это больше, чем вы можете жаждать. Круто. Выглядит, конечно, обалденно. Это нечто особенное. Таких платок, как я уже сказал, не было. Это эксклюзивная вещь. Но вот про Type-C это, конечно, очень интересно. Когда, если появится информация о том, как это можно использовать, я обязательно сниму еще дополнительный ролик и покажу, что с этим можно сделать. Так, тут у нас что еще интересного на этой платке? Ага, тут мы видим, что здесь написано, используется вот эта вот малинка, это Raspberry Pi, наверное, одна из разновидностей
Как я уже говорил, что это не то, что сам компьютер находится здесь, на этой плате, а они с помощью Raspberry Pi воспроизвели всю механику и всю функциональность чипа SuperFX 2, который они улучшили, на разработчики, и назвали это SuperFX 3. Но поскольку оригинальных чипов уже не производят, то они его сделали на базе Raspberry. Это очень интересно. Тут еще какой-то микросхемы. Ну тут уж честно я не совсем знаю, что они означают. Но выглядит это очень эффектно. Окей. Теперь мы соберем этот картридж обратно. И наконец-таки поиграем. Итак, прежде чем посмотреть, как выглядит и играется новая версия Doom, давайте вспомним, как выглядела оригинальная, которая вышла в 1995 году. К сожалению, сейчас под рукой у меня не оказалось оригинального картриджа, поэтому мы запустим игру с флеш-картриджа, но сути это не меняет. И вот, ни заставки, ни главного меню нас сразу же бросают в бой. Но все-таки главное меню у нас здесь есть. Оно вызывается по нажатию кнопки старт. Это пауза. И что мы здесь видим? Рестарт уровня, начать новую игру и опции музыки и звуков. Давайте начнем сразу же новую игру. И вот только тут нам предлагают выбрать уровень сложности. Ну, давайте поставим Ultra Violence, чтобы было веселей. 3 эпизода, как мы видим, есть в этой версии. Ну, начнем с первого, конечно же. Итак, что мы видим? Игра довольно медленная, как вы можете заметить. Она такая малоповоротливая. Даже если мы нажмем кнопку ускорения, это кнопка B, то все равно бегает главный герой не очень шустро. Да, если вы знакомы с оригинальной версией Doom на ПК, то наверняка помните, что в этом месте находится кнопка, которая открывает стену вон в том месте, перед этим большим окном. Да, это один из секретов уровня, но на Super Nintendo в оригинальной версии этот момент урезали. Да, как видите, что тут очень мало кадров в секунду. Наверное, около 15 кадров. Да, довольно тормозная игра выглядит, но тем не менее, в свое время, когда я в нее играл, это был год где-то 97 или 98, наверное, мне посчастливилось найти этот картридж с игрой, и я тогда был просто в восторге. Настоящий Doom на 16-битной приставке, это было, конечно, нечто. Так, что касается стрейфов, да, они вот находятся на шифтах. То есть стрейф лево-право он работает, но не работает стрейф по кругу. То есть если мы нажимаем поворот и стрейф, то поворот не работает, и мы только можем линейно поворачивать, вернее стрейфить лево-право, что не очень удобно. К этому, конечно, можно привыкнуть, не очень критично, но тем не менее это доставляет некоторое неудобство. Да, в общем, играть в это можно, и даже не без удовольствия, но, тем не менее, сейчас это, конечно, воспринимается очень-очень
медленно и тормознуто. Да. Ну, в общем, освежили, скажем так, в памяти, как это выглядело. И давайте перейдем к новой версии уже. Поскольку у меня приставка Super Famicom японская, а картридж для нового Doom в формате американского, для американской консоли, то естественно, что так просто он в эту консоль не влезет. Но у меня есть такая штука, это переходник, мультиконвертер. С его помощью можно запускать любые картриджи любого региона на приставках любого региона. Очень полезная вещь. Поэтому мы вставляем вначале переходник, потом картридж и запускаем дом. Заставка другая уже. О, видео пошло. Это уже интересней. И софтвер. Limited Run, да, конечно, при помощи их сделан был эта версия. Bitmap Bureau. Компания, которая непосредственно занималась новым портом. И тут уже есть логотипчик id Software, 93 год, все как надо, как и было в оригинальной версии на ПК. Вот, и игра дальше сама не начинается. То есть нас оставляют на заглавном вот этом вот логотипе, и нужно нажать старт. Вот, и сейчас появляется дополнительное меню, новая игра и ввод кодов. Вот, как видите, в этой новой версии появились коды, с помощью которых можно записывать коды уровней. То есть сейвов тут, к сожалению, нету, но хоть по кодам можно будет сохранять свой прогресс. Если мы войдем сюда, то... Да, коды только цифровые. Ну, давайте мы к этому вернемся немножко позже. Итак, новая игра. Ultra Violence, Nightmare. Ну, Nightmare мы пока трогать не будем, мы к нему вернемся немножко позже. Как я уже говорил на своем видео в распаковке, в этой версии в Кошмаре они сделали, разработчики, полноценный респаун монстров, чего в оригинале 95 года не было. Там они просто быстрее бегали, были более живучими монстры, но не респаунились. Вот здесь же у них уже есть респаун, как и было в оригинале. Но сейчас мы это пока проверять не будем. Давайте запустим сразу же Ultra Violence, чтобы было побольше вражин. Вот, и видите, здесь уже 4 эпизода. А 4-й полноценный эпизод The Flash Consumed был добавлен, как и в оригинальном Doom Ultimate, который выходил на консолях и на ПК. В оригинальной версии, как мы с вами уже посмотрели, этого не было. Но мы снова же начнем с первого эпизода, чтобы было с чем сравнить, как в оригинале. О, классный был эффект. Его не было тоже. Итак, даже уже при повороте камеры можно заметить, насколько шустрее стала игра. Тут мы стали просто ходить, а если с бегом? А если с бегом он вообще носится как угорелый. Супер! Игра ощущается уже намного бодрее и веселее. Так. Так, как-то очень шустро меня убили. Ну все, месть будет страшна. Из-за того, что игра стала быстрее, то она стала немножко сложнее. Вот, помните, о чем я говорил,
когда показывал оригинальную версию, там этой кнопки не было, а здесь добавили, как и в оригинале. Если мы ее нажмем, то открылся проход. Но мы пока туда не пойдем. Пока посмотрим, что еще здесь есть. Так, ну и здесь все как обычно. Вот, особенно на этом месте с колоннами очень сильно игра просаживалась в оригинале. Здесь такого уже нету, все довольно шустро. Так, проверим круговой стрейф. Боковые работают как обычно. И теперь работает, ура, круговой стрейф. То есть мы можем смело бегать вокруг врагов, вокруг объектов. Что очень и очень удобно. Ну что ж, полетели дальше. Ну да, должен признаться, в это играть повеселее. Оно и сложнее стало. Ну и намного бодрее, конечно. Так, секрет на месте. Отлично. Так, кстати, по нажатию кнопки Select вызывается автокарта. Ее можно зумировать. И вот видите, в этом вот углу, в нижнем правом углу, появились цифры. Это код для этого уровня. Но код первого уровня нам в принципе не нужен, поэтому его запоминать особо смысла нету. Но вот на втором уровне, когда мы дойдем, там он нам понадобится. Так, проверим секретик один. Рано. Если очень быстро бежать из этого места, то там должен опуститься лифт. Нет, странно. Так, давайте еще раз проверим. А вот и он. Ах ты ж, попался. Итак, первый уровень пройден. Ну что, ребята, играется просто здорово. Быстро, шустро. Намного лучше, чем оригинал. Так, с этими ребятами разобрались. Так, давайте запомним код. Код второго уровня 86473. Мы его запомним. И он нам сейчас пригодится. Так, окей. Это мы проверили. Давайте мы, если мы нажмем рестарт. Вот в главное меню здесь выйти нельзя. То есть мы только начнем новый уровень. Ага, новую игру только можно начать. Окей, наверное, нужно нажать Reset, чтобы ввести пароль нового уровня. Ну ладно, хорошо. Давайте теперь проверим 4-й эпизод
абсолютно новый эпизод на Super Nintendo. Этот эпизод считается самым сложным эпизодом оригинального Doom. С учетом того, что на Super Nintendo в принципе сложнее играть, чем на ПК, либо на других консолях, тут, наверное, придется попотеть, чтобы этот эпизод пройти. Угу. Оу. Да, патронов здесь мало, жизни тоже. И это я еще поставил средний уровень сложности. Что будет на ультравайоленсе, тем более на кошмаре, можно только догадываться. Вау! Да, черти меня завалили. Ну ладно, зато посмотрели. Не зря говорят, что это самый сложный эпизод. Но как-нибудь я ее все равно обязательно пройду. Окей, теперь давайте проверим, как у нас работает режим Nightmare, то есть кошмар. Мы его проверим снова. А давайте на втором эпизоде, чтобы было веселей. Так, бодренькая музычка. Кстати, в оригинале, кажется, в этом уровне играла совершенно другая музыка. А этой, по-моему, вообще на SNES не было. Значит, они добавили новую. Так, первые враги, а я уже потерял половину жизни. Вау, да, как-то тут они сильно нахватывают. Так, по идее, эти враги должны через какое-то время респауниться, то есть возродиться. И это мы сейчас и проверим. Так, тут мы выжили. Окей. А там ребята встали. А, встали они, ребята, встали. И тут сколько их не убивай, они все равно будут подниматься. В этом и заключается режим кошмара. Ну, честно, мне не очень нравится этот режим. Он уж для отчаянных самоубийц. О, ну все, и патронов еще мало. В общем, мне сейчас придет... Да. Окей, ну, мы проверили. Кошмар работает, вражины воскресают. В общем, настоящий кошмар. Окей. Что же еще есть интересного в этой версии? Смотрите, есть режим Rumble, добавился новый режим. Это режим Vibro. И он работает только на специальной версии геймпада, который тоже Limited Run продавали у себя. Но также он будет работать на других вибро-джойстиках, которые можно подключить через Bluetooth приемники. Ну, это мы тоже немножечко позже разберем с вами. А сейчас давайте проверим, как эта игра работает с мышкой. Потому что, как я тоже говорил в первом ролике, в этой версии добавлена улучшенная работа с мышью. И можно будет играть как на ПК. Ну, почти. Давайте проверим. Мышь у меня обычная, стандартная мышь от Super Nintendo, оригинальная. Она, вот такая вот заглушечка. Это шариковая мышь.
Таких раньше еще не было оптических, или может быть они и были, но они были очень дорогие и не распространенные, поэтому для обычных консолей приставок делали шариковые. Ну вот мы сейчас на ней и проверим, как работает. Чтобы она работала, ее нужно подключить во второе гнездо приставки. И посмотрим, как это дело у нас работает. Итак. Небольшой глюк, возможно, из-за переходника. О, все хорошо. О, кнопка мыши пропускает доставки. Отлично. О, давайте мы сразу же перейдем на второй уровень, пароль от которого мы с вами запоминали. 86 473. О, прям даже и написано. Nuclear Plant. Угу. Выбор сложности. Ну, давай средний. И уровень мы начинаем, к сожалению, со стандартными базовыми значениями здоровья и оружия, и патронов. Так, ну что ж, мышка. Мышка работает, влево-вправо, все отлично, вперед-назад не работает. Левая кнопка это выстрел, правая это... Двойное нажатие правой кнопки открывает карту. Одиночное это, наверное, использование предметов, ну, вернее, нажатие на кнопки, открытие двери. Крестовина геймпада здесь отвечает за вперед-назад передвижение и стрейфы лево-право. Левый shift у нас переключает оружие. Довольно удобно. Все в одной руке. Играть почти как на PC можно. Да, к сожалению, данная мышь не очень чувствительная, поэтому нужно двигать очень частые движения вот такие совершать. К этому, конечно, можно привыкнуть, но... Для Super Nintendo существуют оптические мыши, они, правда, от сторонних производителей. Возможно, когда-нибудь я себе прикуплю такую мышку и проверю, лучше ли играть с ней в Doom, чем на шариковой. Либо же можно подключить как-то еще Bluetooth мышь, но это тоже мы с вами потом немножко позже про это поговорим. Ну что ж, на мышке играется довольно бодро. Вот если приловчиться, то возможно даже удобнее, чем просто на геймпаде. Довольно шустро.
Отлично. Слушайте, мышка работает, играть удобно. Рекомендую. Окей. Да, и вот я как раз затронул тему Bluetooth джойстиков и вибро. Давайте это дело мы тоже с вами проверим. Так, мышку можно отставлять в сторону уже. Так, для того, чтобы подключить Bluetooth джойстики, существуют разные Bluetooth переходники. Вот у меня их есть два. Это от 8-bit, а это от Blue Retro. Они оба поддерживают Bluetooth геймпады, но, к сожалению, от 8-bit не поддерживает вибрацию. Там довольно старая прошивка стоит, и я даже лично связывался со службой поддержки компании 8-bit, спрашивал, не планируют ли они поддержку новой версии Doom. Они сказали, что нет, продукт более не поддерживается, то, что есть, только такая прошивка у них и останется уже, наверное, навсегда. По крайней мере, в ближайших планах у них обновлять вот этот вот переходник для поддержки вибро у них нету. Что касается приемника Blue Retro, то здесь все намного интереснее. Во-первых, сама по себе эта штука, она более универсальна. Она позволяет подключать не только Bluetooth геймпады, но и эмулирует мышь. То есть можно Bluetooth мышь подключать, и она будет работать как SNES мышь. И также позволяет эмулировать мультитап. То есть к одной вот такой вот штуке можно будет через эмуляцию мультитапа подключить несколько джойстиков, по-моему, до 4 штук. Сами настройки производятся через веб-интерфейс, можно с компьютера, можно с мобильника. И там все настраивается, даже разные настройки, маппинг и так далее. Ну что ж, давайте проверим, как это работает. Снова у нас сместился экран. Так, возьмем классический Bluetooth джойстик. Это геймпад от PlayStation 4. Он у меня уже синхронизирован с Bluetooth приемником. Загорелся синенький свет. Значит, должно все быть хорошо. Работает как крестовина, так и аналоги. Как видим, геймпад прекрасно работает. Какого-то input лага, задержки я не ощущаю. Даже так, шифты работают как надо. И правый аналог работает тоже. То есть можно настроить этот геймпад так, чтобы он работал как в современных шутерах. Да, и вот тут, кстати, настройка Rumble, она работает. К сожалению, я не могу вам показать этого на видео и дать послушать, потому что не будет слышно. Но вибро работает. Причем если мы переключим, да, от разного оружия разный эффект вибро. От пистолета слабенький, а от винчестера прям так дрожит сильно. У меня закончились патроны уже. Ладно, сейчас мы их найдем.
прям так хорошо ощущается. Эффект отличный. Конечно, интересно играть на геймпаде PlayStation 4 в игру Super Nintendo, где еще и аналоги поддерживаются. И, ну, понятное дело, что это не настоящие аналоги, а они имитируют нажатие цифровых клавиш. Но, тем не менее, так играть намного удобнее, как вот настоящая современная консольная игра. Ну, здорово. Да, все отлично. В общем, если вам когда-нибудь повезет приобрести такую же версию Doom, то настоятельно рекомендую приобрести Bluetooth приемник от Blue Retro и играть с Vibro, потому что это ощущение очень классное на самом деле. Вот, что хочу сказать. Игра получилась отличной, версия просто великолепная. Обязательно ее буду проходить в очередной раз. Я думаю, уже проходил неимоверное количество раз, но эта версия — это абсолютно новый опыт, что-то необычное, интересное, и еще и с Vibro на Super Nintendo. Класс. Возможно, потом как-нибудь запишу видео прохождения, ну, если вам, конечно, понравится. Но пока на сегодня на этом все. Спасибо за внимание. Всего хорошего.